Как за счет алгоритмов рекомендаций YouTube раскрутить свой канал совершенно бесплатно? Итак, сразу хочу перейти к своему видео. Вот, пожалуйста, да, это видос, который был записан достаточно давно. Обратите внимание, 188 тысяч просмотров. Итак, если вы зайдете в свое видео во вкладочку «Охват» и прокрутите вниз, весь секрет продвижения YouTube видео и попадания в рекомендации, он заключается именно вот в этой вот, пожалуйста, плашке, где показано значков. Вы абсолютно такую же плашечку можете найти у себя в любом видосе на своем канале. Здесь и есть все секреты. В чем же секрет попадания в рекомендации на YouTube? Вот сейчас отключайте голову, все, что вы слышали в интернете, это полная ерунда. Значит, первое, это показатель CTR, то есть кликабельности, о чем мы поговорим позже. Он состоит из нескольких пунктов. И также, что очень важно, это среднее время продолжительности просмотра вашего видоса. И еще есть один показатель, который очень сильно влияет, это средний процент просмотра ваших видео. Об этих трех важных пунктах попадания в рекомендации YouTube мы поговорим ближе к концу этого ролика, поэтому досмотрите этот видос до конца. И хватит верить во всякий бред из интернета, мы все это сегодня в видосе рассмотрим. Меня зовут Макс Бондаренко, и в данном видео мы с тобой рассмотрим все эти секреты, о чем я уже тебе показал, рассказал. Мы с тобой разберем мифы, да, что не влияет на попадание в рекомендации. Мы все это детально по полочкам разложим, на что нужно обращать внимание, на что нужно не обращать внимание. Итак, все детально разбираем поочередно. Погнали! Для начала вы должны понимать, что YouTube это одна большая рекомендательная система. Многие думают, что YouTube делится на два пункта. Это на поисковую систему и на рекомендательную. Но это не так, даже от слова совсем не так. Рекомендательная система YouTube делится на две части. Первая часть это вот как раз в чем многие ошибаются, думают, что это поисковая выдача. Это когда YouTube рекомендует контент под ваш запрос. Вы заходите на YouTube, вбиваете какой-то запрос, YouTube вам выкидывает видосы, и многие думают, что это поисковая выдача YouTube. Да, визуально это выглядит именно так, но технически не так от слова совсем. Ну вообще не так это работает, и сейчас разберем почему. Когда человек вбивает определенный запрос, рекомендательная система YouTube выдает контент под этот запрос. Но выбирает он эти видео именно по различным техническим характеристикам. И по большому счету YouTube рекомендует видео под ваш запрос. Это не классическая поисковая тупая выдача. Это рекомендательная система YouTube рекомендует вам ролики под ваш запрос. Исходя из ваших конкретных характеристик как человека, из паттернов потребления контента, истории запросов и еще куча всего, что вы там делали на YouTube. Говоря простым языком, поисковая выдача YouTube у каждого человека, вот вас посади 10 человек, дай вам один запрос, и у каждого из вас она будет разной, это выдача. Просто учитывайте этот факт, что YouTube и в поиске, и в рекомендациях это одна большая рекомендательная система. Есть небольшая разница, но об этом чуть позже. И второе, ну и собственно сама рекомендательная система YouTube, это где вы видите ролики на главной, которые вам рекомендует YouTube. Может быть это ролики справа где-то вылазят, да, или это могут быть ролики, которые рекомендуются после просмотра ролика. Это все разные рекомендации самого YouTube. Также эти рекомендации, запомните, они подобраны индивидуально под вас. И если взять также 10 человек, у всех 10 человек, даже если вы интересуетесь примерно одной и той же тематикой, вот эти рекомендации, они будут абсолютно разными, могут вообще в корне отличаться. Каждый из вас, кто начинает пользоваться YouTube, обладает своими какими-то характеристиками, истории просмотров, запросов и так далее, что учитывает YouTube и выстраивает рекомендательную систему индивидуально под каждого человека, конкретно под тебя. Все, разобрали первый миф, что есть поиск YouTube. Это не совсем так. Запомните, что алгоритмы YouTube это рекомендации контента и в поиске, и просто в рекомендациях, и вообще везде на YouTube. Итак, всем SEO-оптимизаторам привет. Вы сильно уж не напрягайтесь, когда будете смотреть этот ролик о том, что вы сильно разочарованы. Ну, не страшно. Да, SEO-оптимизация имеет вес, и она нужна. И она вообще имеет смысл. Что это такое? Давай я перейду и покажу. На примере того же ролика, что такое SEO-оптимизация? Это когда вы название ролика, описание ролика, да, подстраиваете под определенный запрос и прописываете вот эти вот теги. И перейдем к следующему мифу о вот этих вот тегах. Многие говорят, что нужно какие-то особенные или суперские теги ставить вот сюда в описании. Или обязательно нужно ставить теги под тематику вашего видео и прочее. Как
как много мифов на эту тему ходит, и здесь мне чем нравится YouTube, что YouTube сам объясняет, что вам нужно, а что нет. Кстати, про секреты продвижения мы тоже об этом поговорим, YouTube тоже сам говорит. Итак, рекомендуем добавлять теги, если при поиске видео зрители зачастую допускают ошибки. В остальных случаях это делать, друзья, не обязательно. Сам YouTube вам говорит, что теги в ваших видосах не обязательно, их не нужно ставить, и не нужно ставить определенные какие-то теги. Ни здесь, ни в описании вашего видео теги не нужны. Почему это миф? Потому что YouTube уже давным-давно научился сам определять тематику вашего видео по тому, о чем вы говорите в вашем видосе и что вы показываете в вашем видео. Как это легко проверить и доказать? Есть такая вкладочка субтитры. Нажимаете сюда и здесь видите, YouTube сам автоматически дает раскладку всего вашего текста в видео. Вот он, пожалуйста, да, показывает. Тем самым это и доказывает, что не обязательно ставить какие-то теги и прочее. Вот эту дребедень, это супер сильно влияет на SEO-оптимизацию и попадание в рекомендации ваших роликов. Не влияет от слова совсем, можете их вообще не ставить. Я вам только что показал, почему это так. Друзья, по ссылочке в описании к этому видосу есть целых 2 бесплатных курса, которые вы можете пройти, посмотреть эти видосы, получить кучу бонусов по продвижению своих проектов, в том числе и на YouTube. По ссылке в описании бонусы ждут вас, переходите, забирайте, я жду вас там. Итак, мы с вами развеяли миф по поводу тегов и их надобности, так что можете на свое усмотрение ставить или не ставить. Я вам прям наглядно показал, что YouTube говорит по этому поводу, и лучше создавать именно тематические ролики, в которых вы будете рассказывать про свою тематику и показывать свою тематику, нежели ставить какие-то непонятные теги или хэштеги. Следующая история, которую рассказывают в сотнях роликах на YouTube, как важна активность в вашем видео в виде лайков, комментариев, репостов. Я могу сразу сказать, что активность на попадание в рекомендации YouTube ваших роликов не влияет от слова совсем. Да, сейчас будет много противников и многие начнут говорить: ты чё такое несешь, чувак? Мой ролик набрал огромное количество лайков и комментариев, и поэтому он набрал просмотры. Нет, действует и работает это абсолютно наоборот. Расставим все по своим местам. Важна ли активность в вашем ролике? Конечно, да. Сильно ли она влияет на попадание именно в рекомендации YouTube ваших роликов? Нет, от слова совсем. Активности вообще можно спокойно накрутить. Можно купить лайки, комментарии, репосты, да сейчас все что угодно можно купить, даже просмотры. Поэтому что? Не накручивай. Да, если вообще не вникать в суть социальных сетей, многие будут упираться и говорить обратно, что активность она супер важна для рекомендаций. Если активности нет, ваши ролики не наберут просмотры. Главное, мы уже с вами разобрали, я вам показал на примере, что CTR, кликабельность ваших роликов и удержание внутри вашего ролика, это самое главное. Об этом мы поговорим более детально в конце этого ролика. Но сейчас мы разберем именно момент активности. Все-таки, когда YouTube учитывает активность в ваших роликах, для чего она вообще нужна? Активность целевой аудитории на ваших роликах — это информация для YouTube, которую он изучает. Поставил человек лайк на ваш ролик или написал комментарий или сделал какой-то репост. YouTube начинает изучать этого человека. После того, как он его изучил и понял, что это за человек, он начинает искать внутри YouTube похожих людей на этого человека и пробовать показывать ваш ролик именно этому человеку, которого он нашел. Для чего это делается? Для того, чтобы не показывать всем подряд в тупую ваши ролики, которые, никому не будут нужны. Он ищет определенную аудиторию, показывает и ваш ролик ей. По активности YouTube понимает, что, возможно, ваш ролик понравился этому человеку, он находит похожего на него и показывает ваш ролик ему. И таким образом YouTube более точно начинает искать вашу целевую аудиторию для вашего канала. Теперь соединяем все воедино. Чем больше активности на ваших роликах, тем больше данных для YouTube для изучения, кто ваша целевая аудитория. Чем больше данных у YouTube, кто ваша целевая аудитория, тем больше он изучает вашу целевую аудиторию, тем быстрее и точнее он ее начинает находить. Но это никаким образом не влияет на попадание ваших роликов в рекомендации, друзья. Поэтому алгоритмы YouTube начинают учитывать активность на ваших роликах лишь для того, чтобы гораздо быстрее найти вашу целевую аудиторию канала. И в этом случае это важно и нужно. Активность — это данные, запомните. Для алгоритмов это как еда, которую они потребляют и начинают работать просто лучше. Следующий миф о репостах. Везде
вот вы слышали, что вам нужно делать везде репосты, где только можно, репостите во все стороны, во все паблики, где только есть возможность это делать. Так как мы уже понимаем, что YouTube изучает сначала вашу целевую аудиторию и начинает потом уже похожим показывать ваши ролики, то здесь и с репостами абсолютно точно такая же история. Если вы уверены в том, что в этом паблике, в котором вы делаете репост вашего видоса, есть большая концентрация, запомните, пожалуйста, большая, огромная концентрация вашей целевой аудитории, тогда делайте туда репост. Почему? Потому что эту аудиторию алгоритм изучит и более точно начнет показывать ваши видосы кому-то еще. Это может повлиять на быстроту поиска вашей аудитории. Но если вы делаете репост в кучу непонятных пабликов, где ваше видео вообще не будет интересно аудитории или концентрация вашей аудитории будет очень маленькой, то вы сделаете себе только хуже. Алгоритм начнет изучать эту аудиторию, поймет, кто эти люди и начнет показывать похожим людям ваш ролик. А ваш ролик этой аудитории вообще не интересен. Вы будете получать плохие показатели по вашему ролику, тот же CTR и удержание, и вас выкинет из рекомендаций. Вы вообще не наберете просто просмотров. Вы таким образом просто можете убить свои просмотры на своем канале и вообще свой канал. Вот так. Абсолютно та же самая история с коллаборациями, покупкой рекламы в других блогах и покупками репостов. Огромное количество людей закупают рекламу у каких-то больших блогеров, у комиков или еще у кого-то, например, на свой канал по строительству. А мы сейчас возьмем, купим у этого блогера большую аудиторию, они к нам придут, дадут большой буст нашим роликам, они начнут выпадать в рекомендации, будет все классно. Нет, вообще от слов совсем работает это не так, скорее всего придет большая аудитория, алгоритм изучит эту аудиторию, эти люди не заинтересованы в контенте по строительству, например, они думали, что будет какой-то развлекательный контент, они, соответственно, не будут смотреть контент по строительству, быстро закроют этот ролик или вообще его не откроют. Алгоритм поймет, что, скорее всего, ваши ролики на вашем канале вообще никому не интересны, и вы просто убьете свой канал, не попадете не только в рекомендации, а вообще не начнете набирать никаких просмотров. 0. Итак, друзья, я про все вот такие вот фишечки рассказываю в своем телеграм-канале, рассказываю про продвижение в разных социальных сетях, про различные лайфхаки, выкладываю какие-то бесплатные материалы в своем телеграм-канале. Вот, пожалуйста, переходите, подписывайтесь, можете найти как IMSMM или просто Максим Бондаренко, вы мою аватарочку увидите, подписывайтесь, здесь очень много годного материала и про YouTube в том числе. Я жду вас на этом канале, переходите, очень крутой материал. Теперь переходим более детально и раскроем главный секрет продвижения YouTube каналов за счет алгоритмов, как попасть в рекомендации, на что обращать внимание. Как я вам говорил, первое, что важно, это высокий CTR, то есть кликабельность вашей превью, вашей картинки, вашего ролика в комплексе с заголовком. Обратите внимание, что это симбиоз. Второе, что важно учитывать, это удержание внутри вашего ролика в вашей аудитории. И третье, на что стоит обратить внимание, это средняя продолжительность времени просмотра вашего ролика. Вот в этом и весь секрет. Чем выше CTR и дольше смотрит ваш видос, тем больше шансов попадания в рекомендации. Все остальное мы с вами рассмотрели, что это не влияет на попадание в рекомендации YouTube и на раскрутку вашего канала. Поэтому вы должны снимать, что в первую очередь это длинные, максимально длинные ролики, которые будут досматривать до конца. Чтобы их досмотрели до конца, они, конечно, должны быть интересными, друзья, для вашей целевой аудитории. И эти ролики очень хорошо кликаются по превью. Давайте быстренько разберем, как человек себя ведет на YouTube. Допустим, вы заходите на YouTube, вбиваете какой-то запрос. Под этот запрос выпадает определенное видео, как человек себя ведет. Он видит сначала картиночку превью, потом он видит текст. Вот если превью не привлекло его внимание, или, например, текст его сбил, то человек не кликнет на ваш видос и его не будет смотреть. Если он не кликает на ваш видос, вы не получаете никакого удержания внутри вашего видео. Человек туда просто тупо не попадает внутрь вашего видоса. И тем самым вы никогда не попадете в рекомендации из-за того, что просто человек не кликнул. Теперь давайте разберем второй момент. Вот после того, как человек кликнул, что, да, он начинает смотреть ваше видео. Хороший какой показатель, к чему нужно стремиться? Из 100% людей, которые открыли ваш ролик, все 100% людей должны его досмотреть до конца, друзья. Чем выше этот процент, тем лучше. Сейчас я, друзья, говорю вот про этот средний процент просмотра ваших роликов. У меня вот здесь, вот, допустим, 39% просмотра этот ролик, это 39% людей досмотрели этот видосик до конца. Средняя продолжительность просмотра 4,16. И также давайте возьмем, например, CTR, да, это средний CTR 6,7, да, и этих показателей
показателей уже было достаточно для того, чтобы набрать 41 тысячу просмотров с момента выкладки этого видоса. Вот эти 3 важных показателя, на что стоит обращать внимание. Теперь давайте с вами разберем, почему на YouTube для попадания в рекомендации банально важны именно эти показатели, а не какие другие. Я в начале ролика говорил, что в суть социальных сетей, за счет чего они живут, никто не вникает. Любая социальная сеть — это большой бизнес, который заинтересован в зарабатывании денег. Как YouTube зарабатывает? Он зарабатывает за счет продажи рекламы внутри видосов, которые вы смотрите. Именно поэтому, когда ваши ролики смотрят до конца большое количество людей, им можно показать гораздо больше рекламы. Если ваши ролики будут досматривать до конца по сравнению с другими роликами из вашей же ниши, то ваш ролик будет в приоритете, и он будет попадать в рекомендации YouTube, именно потому что на нем больше можно заработать денег, потому что ваш ролик дольше удерживает людей. Никакие комментарии, репосты и прочее, вот этот дребедень, все оптимизации не влияют так сильно, как вот эти несколько показателей. Но такие ролики максимально сложно создавать для того, чтобы удерживать аудиторию, для того, чтобы люди кликали на ваш ролик и, в принципе, чтобы средняя продолжительность ролика по времени была достаточно длинной. Давайте разберем еще несколько пунктов, без которых будет сложновато попасть в рекомендации, о чем вы должны точно обязательно знать. Первое — это конкуренция в вашей конкретной нише в вашем проекте. Где-то будет достаточно, например, как я показал, и 39% удержания аудитории в вашем ролике, чтобы вы уже начали попадать в рекомендации или в поисковые рекомендации, чтобы ваш ролик начал набирать просмотры. Также там CTR, например, в 6 или 7 уже будет достаточно, как в моем том ролике. Но есть ниши, где гораздо выше конкуренция, то есть роликов гораздо больше, в них удержание дольше, и этих показателей уже может быть, друзья, недостаточно. Поэтому не нужно расстраиваться, если в вашем конкретном проекте, в вашей конкретной нише у вас высокие показатели CTR, либо удержание внутри ваших роликов, но ваши ролики пока что не набирают. Скорее всего, вы просто немножко проигрываете конкуренцию, и нужно изучать более детально ваших конкурентов в этой нише, что они делают, как они снимают, может быть, дополнять длительность ваших роликов. В общем, более детально изучить, что нужно с этим сделать. Второе, немаловажно, сколько подписчиков на вашем канале для попадания в рекомендации. Не просто людей, которые вы можете накрутить, купить, и мы уже с вами обсудили, да, что? Не накручиваем, а именно целевая аудитория, которая интересуется вашими видосиками и смотрит их до конца. Как этот показатель можно посмотреть? Заходим на свой канал, вкладка аналитика, и здесь выбираем вкладочку аудитория, и вот смотрим сюда, за последние 28 дней именно смотрим, сколько на вашем канале постоянных зрителей. Это и есть активная часть вашей аудитории, вашего канала. Несмотря на то, что у меня 10 тысяч подписчиков, постоянных зрителей за последние 28 дней у меня пока что 2200 человек. Это активная часть. Вот именно на это нужно обращать внимание. Чем больше у вас постоянных зрителей, тем лучше. Это больше влияет на скорость увеличения просмотров на ваш ролик. Если вы возьмете в вашей нише, но гораздо больше канал, у них этих людей, которые постоянно смотрят контент, будет гораздо больше. Поэтому скорость набора просмотров на больших каналах, она выше, чем на маленьких каналах. Это вы тоже должны учитывать. YouTube немножко предвзято относится к маленьким каналам, и вы это должны понимать. Третье, важна скорость набора количества реакций на ваши ролики именно от вашего целевого ядра, вашей аудитории. Так алгоритм начинает быстрее искать вашу аудиторию, кому можно попробовать порекомендовать ваше видео. Таким образом вы получаете выше шансы на то, чтобы попасть в рекомендации самого YouTube. О том, как создавать такие ролики с высокой кликабельностью, с высоким удержанием, мы рассмотрим в дальнейших видосах на этом канале, поэтому подписывайтесь на этот канал прямо сейчас. Также переходите в комментарии к этому видосу и пишите, что вам непонятно по продвижению на YouTube. И мы увидимся с вами в новых видосах. С вами был Макс Бондаренко. До новых встреч!